Привет, друзья! Сегодня в Германии внимание привлекло сразу несколько необычных событий. Экономика Германии растет, но темпы немного ниже среднего по Европе. Также в Германии вводятся новые правила выплат для украинских беженцев. Для тех, кто прибыл после 1 апреля 2025 года, некоторые пособия будут изменены. В центрах поддержки фиксируют уже больший рост людей с документами и вопросами. Кроме этого, молодежь Германии сталкивается с финансовыми трудностями. Простые онлайн-покупки постепенно превращаются в заметные долги, особенно среди 20-24-летних. Также существенные изменения коснутся и других стран. Великобритания вводит жесткие изменения в системе убежища, путь к постоянному проживанию стал заметно длиннее, а автоматическая помощь не гарантирована. И еще в Германии готовятся изменения в детских выплатах и налоговых льготах для семей. А немецкие фермеры зафиксировали рекордный урожай картофеля, будет ли он дешеветь в супермаркетах. Про все эти последние события часа я расскажу буквально за несколько минут. Итак, экономика Германии продолжает расти, но, внимание, темпы остаются чуть ниже среднего по Европейскому Союзу. По прогнозу Европейской комиссии, в следующем году валовый внутренний продукт Германии увеличится примерно на 1,2%. Тогда как по Европейскому Союзу в целом ожидается рост около 1,4%. Причины этого довольно простые. Несмотря на устойчивый рынок труда и растущие доходы населения, мировая неопределенность от геополитики до проблем в цепочках поставок сдерживают экономику Германии. Кроме того, Германия пока отстает от соседей в области инноваций и цифровизации, что и снижает ее конкурентоспособность. Инвестиции в промышленность действительно растут, но медленно. Компании осторожничают из-за неопределенной ситуации. Эксперты считают, что правительству Фридриха Мерца нужно стимулировать инвестиции, упрощать бюрократию, развивать цифровые технологии и зеленую экономику. Важны также образовательные программы и поддержка исследований, чтобы ускорить процесс внедрения новых технологий в производство. Совместные проекты и фонды Европейского Союза могут смягчить эти внешние шоки и поддержать рост. В целом Германия пока не лидирует, как я вам сказал, по темпам экономического роста, но динамика все-таки есть. Если принять правильные меры, страна сможет догнать и даже обойти среднеевропейские показатели. Главное здесь действовать вовремя, чтобы не отстать от соседей. Следующая новость – одна из самых важных по изменениям миграционной политики Германии. Внимание! С 1 апреля украинцы, которые приехали в Германию после этой даты, будут получать бюргергельд по новым правилам. Вместо этого им положены выплаты, как у обычных просителей убежища, и они будут значительно ниже. Это особенно заметно среди молодых людей. В Берлине, в центре поддержки украинских беженцев, уже ощущают рост нагрузки. Люди просто приходят с документами, задают вопросы и пытаются разобраться, как получить помощь. Один из прибывших, например, отметил, что хотел бы получить бюргергельд и вернуть его позже. По словам сотрудников центра, многие готовы поступить так же. Правительство Фридриха Мерца объясняет, новая система направлена на поддержку интеграции трудовой активности, а не только на выплаты. Для многих украинцев это означает необходимость быстрее адаптироваться, искать работу и интегрироваться в немецкое общество. Поэтому для тысяч украинцев в Германии наступает новая реальность. Меньше пособий, но больше стимулов к самостоятельной жизни. Следующая новость связана с обсуждениями, которые вызывают обеспокоенность. В Германии все больше молодых людей сталкиваются с финансовыми трудностями. Не из-за каких-то крупных кредитов, а из-за обычного онлайн-шоппинга. По данным статистики, внимание, почти 30% обратившихся в службы долгового консалтинга имели задолженность именно перед онлайн-магазинами. При этом среди 20-24-летних этот показатель доходил до 40%. Средняя сумма таких долгов примерно, внимание, 644 евро, что по сравнению с общим долгом многих граждан не кажется огромным, но именно это накопление мелких задолженностей может выйти из-под контроля. Хочу обратить ваше внимание, что особенно уязвимы здесь женщины. 36% обратившихся именно они. И их среднемесячный долг у онлайн-ритейлеров почти в 2 раза выше, чем у мужчин. Эксперты предупреждают, удобные схемы «купи сейчас, заплати позже» стимулируют спонтанные покупки. Но когда это превращается уже в привычку, легко не заметить, как растет ваш общий долг.
Именно поэтому все чаще звучат призывы усиливать финансовую грамотность и ужесточать регулирование таких схем. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Великобритания объявила, внимание, о масштабных изменениях в системе убежища за последние годы. Теперь статус беженца будет временным и будет пересматриваться каждые 2-3 года. Если страна, откуда человек прибыл, считается безопасной, могут применяться дополнительные условия пребывания. Путь к постоянному проживанию становится еще длиннее, теперь на это может уйти до 20 лет вместо прежних 5. Также автоматическая помощь, жилье и выплаты теперь не гарантированы всем. Правительство объясняет, эти меры нужны, чтобы ограничить нелегальную миграцию и сделать систему справедливой. Но правозащитники отмечают, что новые правила создают дополнительные трудности для людей, прибывших из опасных регионов. Таким образом, в Великобритании вводятся новые правила пребывания для беженцев с более длительными сроками и уточненными условиями. И это только начало. Внимание! С 2026 года семьи в Германии получат заметное финансовое облегчение. Детские выплаты Киндергельд увеличатся с 255 до 259 евро в месяц на каждого ребенка. Дополнительно повысится так называемая доплата для малоимущих семей. Теперь она составляет 25 евро в месяц. Налоговые льготы для родителей также вырастут. Внимание! Родители смогут вычесть из налогооблагаемого дохода почти 9800 евро на ребенка в год. Это включает суммы на расходы по уходу, воспитанию и обучению детей. В результате налоговая автоматически определит, что для семьи выгоднее получать выплаты или использовать льготы, и ничего дополнительно оформлять вам не нужно. Кроме того, правительство Фридриха Мерца планирует сохранить поддержку семей с низким и средним доходом. Все это сделает жизнь родителей еще проще, расходы на детей становятся более предсказуемыми, а общая финансовая нагрузка снижается. А дальше еще интереснее, в Германии собран рекордный урожай картофеля. Фермеры получили высокий урожай благодаря расширению посевных площадей и благоприятной погоде. Но на деле ни фермеры, ни покупатели, то есть мы с вами, не получают от этого выгоду. Производители картофеля, внимание, за 100 кг получают около 10 евро, что оценивается как умеренный доход. При этом в магазинах картофель продается более чем по 1,5 евро за килограмм. Разрыв между тем, что получают фермеры, и тем, что платят покупатели, остается очень большим. Цепочка поставок достаточно сложная, от производителей до супермаркетов. Каждый участник получает свою прибыль, что и сохраняет высокие цены для покупателей и относительно низкий доход фермеров. Кроме того, часть урожая выращивается специально для переработки в чипсы или для других промышленных целей. И эта продукция не всегда доходит до покупателя на рынке. Чтобы использовать лишний картофель, фермеры нередко отправляют также его и на корм животных или на производство биогаза. Таким образом, даже рекордный урожай не приносит той реальной финансовой выгоды ни тем, кто выращивает картофель, ни нам с вами, покупателям, которые продолжают платить высокие цены. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.